Всем привет! В общем, решил записать один лайфхак, как из недорогой, относительно недорогой нитки можно сделать дорогую, качественную, которая будет смотреться в шве на изделие покрасивее. Дело в том, что я не так давно начал пользоваться такими круглыми нитками, и какие-то нитки, они идут с хорошей вязкой, то есть они красиво так замотаны, все в них хорошо, а какие-то ниточки, у них вязка прям вообще отвратительная и смотрится все это некрасиво. И когда, допустим, я изделие прошиваю, то шовчик получается, вообще крайне некрасивый. Сейчас я вблизи покажу, кстати. Вот если посмотреть, например, по этой ниточке толщиной 0,45 мм, то вязка у нее так себе. То есть очень такая редкая. И при прошивании, если это еще вязочка сдвигается немножко, получается шов крайне некрасивый. Я это начал замечать, мне это стало немного не нравиться. И я хотел перейти уже на другую нитку, то есть другую нить начать покупать. Но придумал один нехитрый такой способ, как эту ниточку можно улучшить. К примеру, нужно мне прошить какое-либо изделие, я отматываю столько нитки, сколько мне нужно. Но это, кстати, упрощенный вариант. То есть на больших объемах я делаю иначе. И эту ниточку вставляю в иголку. Итак, нитку в иголке я уже вдел. Дело в том, что у ниточки есть направление закручивания волокон. То есть вот эта нить, например, она закручена, если относительно вот этого конца, вот в эту сторону. Вот сейчас я беру эту нитку, вот иголочки, натягиваю и начинаю эту нить дальше туже закручивать. То есть просто кручу один из концов с помощью иголки именно по волокнам. Конечно, делать каждый раз так вот руками все эти напрягает. Если мне, допустим, нужна длинная нитка на длинный шов, то у меня есть специальный моторчик электрический, и я туда нить закрепляю, быстро ее накручиваю буквально за 2-3 секунды. И потом произвожу дальше, что я сейчас покажу. В общем, накручиваю до той стадии, чтобы эта ниточка стала поплотнее. Она начинает стягиваться, сокращаться, то есть длина ее уменьшается. Вот показываю вблизи, нитка более плотно закручивается. Но при этом она еще не совсем, конечно, красиво смотрится. И если ее отпустить, то она перекручивается между собой вот таким образом. Вот как раз такого перекручивания на нитке допускать нельзя, поэтому я нить держу так вот натянутой, закручиваю до предела. После того, как я закрутил нить до нужного для меня значения, то есть состояния, я эту нитку беру и вот таким образом растягиваю. Она поддается растягиванию до определенного момента и дальше упирается. Вот в данном случае нитка почти готова. Я иногда ее оставляю вот такой, как есть, чтобы сильно не заморачиваться. А если мне нужно прям качество супер-супер, я еще вот в таком натянутом состоянии натираю пчелиным воском. То есть беру пчелиный воск и начинаю нитку этим воском натирать. Конечно, нужно, чтобы нитка была при этом натянута, то есть закреплена, чтобы она при протягивании через нее воска не перекручивалась. Вот таким образом, если я делаю, то нитка получается гораздо красивее, гораздо аккуратнее. Сейчас я еще раз покажу вблизи. Но здесь, кстати, парадокс. Вот отмотал кусочек нитки еще. Здесь она уже более-менее, из мотка, который идет, более-менее красиво намотана. Но все равно видна разница. То есть вот эта ниточка у меня, она очень плотная. И в шве она, конечно, будет смотреться гораздо красивее. Сама по себе нить, я скажу, она довольно-таки качественная, очень прочная. Один недостаток именно в ее намотке, то есть у нее бывает брак. Если вам подобные ролики понравились, то буду стараться их снимать чаще, с определенной периодичностью. Ради развлечения у меня есть, допустим, сейчас еще одна вырезка, как я подбирал ширину кармашков под карты. Там показал забавный момент, как карта может выпасть и прочее. То есть можно, в принципе, это тоже посмотреть, я могу видосик с этого смонтировать. Если да, то завтра я выложу еще один видосик. То есть ради интереса, ради забавы. Поэтому оставляйте комментарии, то есть интересна ли эта тема, помогла ли вам тема с ниткой, если вы будете пробовать, считаете ли вы это таким положительным, хорошим решением, когда-нибудь с этим сталкивались, сами придумывали или что-то в этом роде подобное. В общем, смысл, я думаю, понятен. Всем спасибо за просмотр, до следующего видео и до свидания.